Приветствую всех, друзья, с вами на связи Алехандро, мира вам и вашему миру. Сегодня я предлагаю для вас чтение Таро, общий расклад Таро на отношения из серии «Я и он». Этот общий расклад Таро для мужчин, для женщин, на любовь, на отношения, составит Таро-прогноз на развитие отношений в ближайшем будущем. Вы посмотрите на ситуацию со стороны и посмотрите все, что может влиять, от чего могут зависеть ваши отношения, какие мысли, чувства, планы действия могут быть у вашего партнера к вам, что может меняться, как может меняться, и посмотрите, на что можно рассчитывать в той или иной ситуации. По традиции начнем с вашей ситуации, и мои контакты вы сможете найти в закрепленном комментарии и в описании к этому онлайн-гаданию. Давайте смотреть, что происходит. Что происходит. Ну, здесь вот как минимум женщина пытается улучшить эту ситуацию, найти выход, но может стоять перед выбором, уйти или остаться. И вы знаете, иногда сделать паузу — это хорошо. Вообще, двойка пентаклей — это перемены к лучшему и тенденции к тому, что если вдруг вы возьмете паузу и, например, там пару дней, пару недель, пару месяцев побудете, сделайте отпуск вашим отношениям, это будет хорошо. Как минимум, что-то происходит, что может улучшить ваши отношения. Давайте смотреть дальше. Что еще здесь? Знаете, как... видите, приклеилась карта, придется смотреть. С одной стороны четверка чаш, с другой девятка перьев. Ну так, значит, женщина могла обидеться. Женщине это уже чересчур. Мужчина, слышите, да? И, может быть, и мужчина обиделся, и мужчине чересчур. Ну, такая больше женская колода. Вот. Женщину преследуют негативные эмоции, плохие сны, плохо спит. Женщина не видит перспективы. Женщина предчувствует энергию Мартидо, чувствует. Здесь 4,9, 13 прям выпало, склеились, да? И не видит выхода, и плохие предчувствия по поводу развития этих событий и отношений дальше. Вот поэтому для нее может быть и уехать, там, сделать паузу, разойтись, разбежаться и избавиться от вот этого вот негативного ощущения уже будет хорошо, да, ну вот так вот. Давайте вот эти страхи, вот как минимум один из партнеров боится, что дальше будет только хуже, да, вот дальше будет безвыходная какая-то ситуация. Девятка мечей, да, вот так. Да, загадывайте желание, если вы хотите эффективно разойтись, безболезненно, как раз 10 часов. Ну, а может быть, вы хотите эффективно примириться. Мужчина стоит на своем. Мужчина непоколебим здесь. Здесь, кстати, мужчина больше земной, но это рыцарь, да, такое. То есть, как минимум, вектор движения мужчины, он стабилен, то есть он не меняется. Он вот по признаку или по принципу стабильность, признак мастерства, занимается одним и тем же делом. Не меняет модель поведения, работает на одной и той же работе, круг общения один и тот же. И даже вот, знаете, дева вообще, в принципе, знак такой безобидный. Ну, здесь он с ножницами для чего-то, да. Может быть, угрожает. Ножницы не есть хорошая карта. Хороший символ, да, артефакт как таковой, да. И, знаете, как стабильность этого мужчины в чем-то, да, она отпугивает эту женщину. Она дает этой женщине невозможность, а необходимость даже поворачиваться к нему спиной и все время уходить. Смотрите, здесь женщина прям спиной к мужчине. А мужчина, да, он на женщину как бы даже смотрит. И может быть стабильно или чем-то угрожает, или на что-то обращает ее внимание. Может быть, ее укоряет. Может быть, манипулирует, а может быть, упрекает. Вот упрек у меня почему-то такой какой-то. Причем этот упрек женщина уже не может. Если раньше, как женщина этот упрек могла принимать, то сейчас она этот упрек принимать не может. А мужчина за свое, да. Это есть такая пословица: кто про что, а вшивый про баню. Ну вот здесь вот так. Или про Аню, да. Или про Ганю.
Женщина здесь очень переживает. И, кстати, вот здесь вот женщина тот случай, когда она ранимая душа. Особенно если она... Ну, здесь может быть дева. А здесь, кстати, ну, два земных знака может быть партнера. А здесь вот рак, скорпион, рыба. Ну, больше, конечно, здесь водный знак такой. Знаете, женщине не так-то и просто этого мужчину отпускать. Или уйти, или разойтись, или сделать паузу. Но он у нее как будто бы, знаете, вот почему-то вот в душе у меня вот эти две карты. Смотрите. Получилось так, что женщина, с одной стороны, как бы отворачивается от этого мужчины, а потом как бы за ним опять идет, да, вот. Как бы здесь немножко такая как бы душевная зацикленность женщины на этом мужчине происходит. Окей, давайте еще что происходит. Видите, не можете вы друг без друга. Здесь вместе хорошо и врозь. Вместе невозможно и врозь никак, да, вот такая есть тема. Не может мужчина вас отпустить. Ну, как бы не дает. И вы его из своего сердца не можете выпустить. Но вот вы дороги друг другу. Ну, чем? Не знаю, может быть, и женщина какие-то чувства вот такие вот питает именно к мужчине. А мужчина это чувствует. Причем здесь, знаете, как или две земли, или две воды. Вы как бы, что ли, энергетически более-менее подходите. Вот. Ну, в общем раскладе, тяжело, но вы вылавливаете свое, да. Вот. У меня вот такой поток, что даже вот эти вот страхи, они внутренние ваши, вот внутренние женщины, скорее всего. Что именно вот как будто бы эта вода, эта энергия, эта душа вытечет из нее, ей будет этого не хватать. Поэтому она как бы и напиться этой душой и не может. Да, вот, вот такое. Ок. Давайте посмотрим, а что дух говорит со стороны, да? Видение духа вашей ситуации. Ведь дух не обманешь, да? И он же этот дух, он воодушевляет, он оживляет, он движет, он насыщает, наполняет, да? Но дух говорит, не теряй шансы. Это, кстати, колдовская свеча здесь. Вот я вам так скажу. И дух говорит, как бы колдуй, да, твори телему. Ну, здесь не говорит о том, что надо там какие-то обряды, ритуалы делать, колдовать на кого-то там или еще что-то. Просто как бы, борись со смертью, борись со своими страхами. Вот так почему-то у меня этот поток открывается. Как бы сохрани это тепло, да. То есть не уничтожай. Вот открылось. Не уничтожай то, что есть. Сбереги. Сбереги это. А вы как бы можете написать мне в комментарии, как вам перекликается послание духа. Вам нужно сберечь или нет? Вам нужно там сделать черный маникюр и отжечь это все, да? Наоборот, отжечь, да? Разъединить, разорвать. Пока что у меня такое ощущение, что настойчивость мужчины и такая сильная эмоциональная привязка женщины, несмотря на то, что вы даже вдруг решили сделать паузу, вы будете как бы опять объединяться. И вот, знаете, у меня такой расклад, что еще может быть здесь у вас все хорошо в отношениях, просто тут женщина или мужчина поехали куда-то или в командировку, или в отпуск друг без друга. Такое часто бывает, да? И вы по нему скучаете, или он по вам скучает, да, такой тоскует, грустит, да, не хватает. Вот так, то есть здесь может быть и все классно, а может быть просто вы, как-то временно поссорились, да, и накручиваете себя. У меня такое, что вы себя тут накручиваете. Окей, давайте смотреть дальше. Что может измениться в ваших отношениях, или что должно измениться? Вот можете с двух сторон посмотреть. Должно измениться давление женщины на мужчину. Не знаю, тут женщина и так как бы, я не сказал, что она там прямо львица, но тем не менее, резкость. И это всегда женская сила, это женская сексуальность. Но мужчины, смотрите, если уж вы сильно давите прямо на женщину, то тут уже может быть и мужская сила. Как минимум, давайте так скажем, натиск, прессинг, нахрап, есть такое, да, вот нахрап, давление такое в отношениях должен быть и, я скажу так, вот по этой карте остужен. То есть вам нужно быть не такой вот резкой, горячей. И мужчина, может быть, не должен быть такой. Может быть, у него какая-то колкая критика. У меня почему-то здесь вот эти карты, они такие, они социально-бытовые. Тут бытовуха больше, да, вот прослеживается. Хотя она такая очень, акварелька, она очень крутая.
Ну, помягче должно быть, да, и со стороны мужчины, и со стороны женщины. Да, может быть, характер надо проработать себе. Кстати, женщине здесь может быть наоборот. Нужно быть немножечко порезче, да, а мужчине помягче. Вот это тоже может быть. Но градус резкости характера и давление, вот эта вот резкость, да, вот агрессия, она должна быть уменьшена. Смотрите, с точки зрения агрессии, она здесь, градус ее может действительно быть высокий, потому что девятка перьев это, ну, действительно что-то острое очень. И имейте в виду, я не делаю здесь сейчас диагностики, но здесь может прослеживаться рассорка. Причем энергию агрессии направляют именно на пару. Да, вот и на женщину, и на мужчину. Мужчина становится агрессивный. То есть может ли кто-то тут быть как бы третий со стороны, имейте в виду, да. Ну, потому что здесь у свечей есть какая-то магия именно на ссору, на девятку мечей. Хорошо. Ну, мы здесь опять-таки сегодня не делаем. Мы вчера, кстати, делали диагностики. Можете посмотреть, там прям прямая диагностика была. Вчерашний ролик. Давайте посмотрим. Вот чего здесь... Ну, то, что должно поменяться, это вот карта, она это уж слишком. Вот что становится последней каплей? Или что может стать последней каплей? Ну, или что слабая... Какая соломинка сломает хребет, да, там, ишаку или слону? Ну, тут вопрос с детьми. Вопрос с обеспечением детей. Вопрос с защитой детей. Материнство. И если вдруг треугольник, ну, он тоже может быть, смотрите, потому что, как бы, да, Эйфелева башня, это не только, да, там, какая-то романтика, да, или какие-то грезы, мечты, это еще и треугольный символ. Может быть, вот, допустим, если тут прям еще появятся дети жены в этих отношениях, но это точно будет слишком. Или, может быть, появилась какая-то женщина с детьми, или ребенка пришлет, да, прислала там, если вдруг у вас там такие отношения, да, уже взрослые и есть дети. То есть чужие дети будут лишние. А вопрос с детьми может быть просто насущный, и мужчина там не хочет, у него куча детей, да. Понимаете? То есть, ну и присутствие третьей женщины, троечка, видите, тут прослеживается, да, она мешает просто, как, знаете, вот как груз. Да, ее вроде никуда не денешь, но она есть, да. Давайте дальше смотреть. Окей. Надежный ли этот мужчина? Давайте смотреть. И это, кстати, кармическая отработка. Давайте смотреть. Он-то надежный, но он башня. Тут, знаете, такое. У башни не только перфекционизм прослеживается, да, или высшая стадия эго. Мужчина максималист. И вот этот максимализм именно, он все портит. Надежен ли он? Нет, по башне нет. Он в любой момент может дать трещину. То есть вот здесь вот именно мужчина слабое звено. И я вам так скажу. Дети здесь, в этих отношениях, вот в этом случае, они играют деструктивную роль. Это не потому, что дети там чужие или детей много. Просто вы делаете акцент на это. Или просто вот как ребенок, может быть, себя кто-то ведет, кстати. Но детскость, она здесь наивность, детскость, легкомыслие. Или слабость, незащищенность, жалость. Вот все, что касается ребенка. Оно здесь не нужно, оно здесь ломает. Его здесь нужно убирать. Ну или как-то нивелировать влияние этой детскости, да. То есть, или не обращать внимания даже на это. Ну, то есть, как вы это решите, я не знаю. Ну вот башни, да, но тут именно ребенок, там уже там, я не знаю, там, хотелки ребенка, игрушка для ребенка и так далее. Или внимание ребенку, или вот, например, мужчина вашему ребенку не так обращает внимание, как на своего. Да. Вот, даже вот это. То есть вот эти вот тонкости, они здесь прослеживаются прям очень сильно. Ну и женщина здесь может так реагировать, как ребенок, не по-взрослому. Может. Вот, потому что резкость, вот эта эмоция, да, там какая-то агрессия, такая спонтанная агрессия, окей. Хорошо. Ну, мужчины, вот давайте я вам сейчас скажу, что на сердце, на душе у этой женщины. Вот у этой королевы чаш, рак, скорпион и рыба. Угу. Что у нее на сердце? А вы, женщины, себя проверите. Ну, чувства, эмоции.
разные чувства, разные эмоции. Здесь, смотрите, здесь и страхи есть, такие противоречивые чувства ему. И мне все это надоело, достало. С другой стороны, я не могу, а есть же куча всего хорошего, позитивного. А там и ребенок вроде бы такой неплохой, да и у меня вроде бы как бы, да, тоже все неплохо. И с детьми, может быть, да, все неплохо. То есть, как бы, знаете, с одной стороны где-то побаливает, да, а с другой стороны пытается приукрасить, да, вот пытается найти, оправдать себя, там, может быть, оправдать вас как мужчину, оправдать ситуацию, да. То есть как бы есть такое между, ну, душа и разум пытаются договориться, да, тузы идут. То есть просто взять и уничтожить просто так это вот очень тяжело здесь, да. Или наоборот убедить себя тоже нелегко идти дальше, да. Вот. Хорошо. Что вас реально объединяет и почему он не может вас отпустить, ваш партнер? Давайте универсальную карту, да, одну для мужчины и для женщины, а вы найдете себе свою. Отшельник. А мудрость, уже зрелость, вы знаете, и мужчина тут прям, ну, зрелый, да, и, кстати, дева выпадает, гляньте, отшельник. Дева, телец, опять козерог, ну, земной. А с одной стороны, это мудрость мужчины, опыт. Да, он там, может, не такой надежный, да, но ребенок тут играет роль. Вот. Но и вы уже мудры, то есть это обоюдная мудрость. И давайте так скажем, что вас спасет, тоже обоюдная мудрость, отшельник. Но я вам так скажу, и паузу вам стоит взять все-таки, если у вас вдруг дошло там до взрыва уже, а оно тут может взорваться, смотрите, огонь, земля и воздух. То есть или вот уже искра проскочила, что взрыв взорвалась и все. Да, вот там ребенок появился в семье, там дочка приехала, там внучка приехала, там племянница, там, ну или, ну, тут девочка просто, да, юбочка такая розовенькая, да, все для нее, да, условно говоря. Ну, такое. То есть, как бы пауза уже, она здесь, ну, побудьте там в разных, там, я не знаю, в разных комнатах, а тут вообще в разных отелях, наверное, придется пожить какой-то период. Одна в холодном отеле, да, а он в теплом. Ну, напишите, как у вас. Да. Ну, давайте, а дух говорит. А давайте спросим духа. А здесь кто-то колдует или нет? Вот просто спросим. А вы для себя просто, если вы не хотите колдовство смотреть, ну вот не хочется вам здесь знать про магию, а вы для себя спросите, ну, мешает ли кто-то вам реально? Или, может, вы это себе все надумали? Ну, здесь огонь, здесь лишняя энергия есть, то есть вам действительно может кто-то мешать, но как минимум здесь судьба такая какая-то нелегкая. Вот, и оно как минимум вас дисбалансирует, вы не можете удержать реальность под контролем. У вас как бы все, блин, из рук вон плохо, все из рук валится, вот такое, знаешь, да, плакать хочется, такое есть полуистеричное состояние, нету контроля, вот начинается тремор, да. Ну, что здесь может мешать? Ваша тяжелая судьба, да. Тут вот именно вот судьба и, кстати, карма. Вот и кармическая. Тут две кармических карты, вот они. Девы, да, это вот отработка, карма, да. Ну, нагрузка на вас тут получается высокая. Вы как бы хотите уйти из этой нагрузки, но, может быть, и обладая характером ребенка, вот так вы реагируете, вам хочется убежать, да, скрыться, смыться. А нифига приходится, да. Императрица, надо оставаться. Ну, вы вынуждены долго оставаться, выдерживать, да. Ну, то есть это кармические отношения у вас такие тут пляшут. Давайте посмотрим, какое самое яркое чувство к вам питает, к вам или имеет к вам сейчас, ну, загаданный человек. Что это за чувство? Опять-таки, это и мужчина, и женщина, смотрите, с двух сторон. Почему о чувствах? Вот огонь он. Знаете, и любит, и ненавидит, и эта карта очень тяжелая, страшный суд. Тут все крутится, тут, знаете, как бы не о чувствах. С одной стороны, глаза мои тебя не видели, да, с другой стороны, то есть чувство пребывания в стиральной машинке, я всегда так говорю. От любви до ненависти, то есть очень противоречивые чувства. И хочет избавиться, ну, это с одной стороны, а с другой стороны не может отпустить. Вот как же это расщепленка называется, вот, расщепуха. Тут я одно, а тут я другое, вот. И это боль, страдания, а с другой стороны, даже, может быть, и где-то такой кайф, да. Творится чувство такое, что ж ты делаешь, вот. Вот почему-то так приходит мне этот поток. Окей. Давайте так скажем. Что самое ценное в вас? Вот императрица здесь.
Это ценность, да, это мать, это аспект ценности, такой абсолютной ценности. Что самое ценное в вас? Без чего он не может, да? Ой, вы или очень, очень классно готовите, ну напишите, как вы там готовите эти профитроли, там, маффины, там, может быть, якісь тістечка, тортики, да. Ну, как минимум, с вами классно, спокойно. Хорошо вы готовите. Ну, эта карта всегда об насыщении хорошем таком, да. И с вами комфортно эмоционально. Ну, то есть не только готовить, это вообще карта не про еду, да, а про эмоциональное спокойствие. Вот вы, да, действительно, вы та женщина, с которой он как с мамой, да, вот такая. Вот ваша нежность, бережность, она берет. Ваша ангельскость, да. Ваша ангельскость. На А, да, может быть, на А. Анна, Анжела, тут может быть, да. Вот, Анастасия, Аннет, ну и погнали дальше на А, да. Абракадабра, да. Кстати, абракадабра — это же заклинание. С вами комфортно, с вами спокойно, он чувствует себя, вот знаете, как дома, в своей тарелке, вы вот хозяйка, вы в душе этого человека, я вам так скажу. Что нафиг убивает ваши отношения? Просто убивает. Вот башня разрушает. Блин, опять, во-первых, мы не можем знать это, да, так достоверно. Вот прям не можем точно сказать. Но это, блин, это может быть действительно судьба. Это может быть действительно магия. Это может быть действительно женщина. Это может быть девочка. Дочка, внучка, племянница. Вот, которая тут, знаете, как какая-то загадка вот почему-то, да. Ну, это загадочно как. Короче, женщина здесь лишняя. И, ну, как бы мешает ему, как колдовство может быть. То есть здесь много факторов в этой женщине. Вот. Кстати, еще может быть здесь женская манипуляция и сплетни. Вот. Потому что это тайная информация, где, знаете, просто вас банально перетирают у вас информацию. Вам вообще информацию о ваших отношениях, короче, надо прятать, да. Не выносите ее на показ. Давайте посмотрим, а что думает у вас этот человек? Именно думает. Почему я зашел в зону чувств, и я вот здесь вот зона энергии, я чувства посмотрел, да, а здесь вот зона чувств я посмотрю мысли, да. Что думает по поводу вас загаданный человек? Блин, ему с вами просто классно. Офигенно, обалденно классно. Знаете, он вас выдерживает. Это вы его что-то не выдерживаете тут. Вы просто не выдерживаете уже этого потока воды. Вода. Вы уже у меня такое ощущение. Вот у меня прям слезы в горле стоят. Да? Вот мне плакать хочется. Вот и вам, наверное, так плакать хочется из этой ситуации. Да? Вот это идет поток эмоций вот этой. Он думает, что он там, ну, он вообще может даже такое быть, что он даже не замечает этого. О, кстати, будете здороваться, ставьте на паузу сейчас. У меня правая рука чухается. Если чухается правая рука, я вам начухаю встречу. Примирение. Да, давайте почухаем друг другу руки. Вот так потрите руки. А я вам потру руки, да. Вот так, потрем руки. Можете меня по рукам потереть. Давайте. Потрите мне правую руку, чтобы встретиться. Вот так. О, чувствую. Вы трете, да. Ок. И 5 вот так еще мне дайте. Все. Будет встреча. Он думает о встрече. Где-то в парке встретитесь на какой-то карусельке. И, кстати, предлагаю вам в парке и встречаться. Что-то вот такое детское вас разъединяет. Вы знаете, есть такое, как клин клином вышибает. Вот это детское вас и объединит. Серьезно? Что может вылечить и помочь сохранить ваши отношения? Помочь сохранить ваши отношения. Ну, то есть доктор, видите, доктор сохранения, да? Вот я так и читаю вам карту, как вы хотели. Да? Ну, любовь. Вы сохраните, он сохранит. Умение договариваться, умение дарить друг другу подарки. Значит, надо накормить друг друга. Смотрите, вы же умеете торт дарить. Вот ему тортик, пироженка. Вот, вы ей тоже, как мужчина, купите, да? Романтика, мягкость. Вам вот пылить, шипеть, быковать здесь нельзя. Не быковать. Не бычить. Быть такой лялей. Или мужчиной быть мягким, няшей. Мужчина тут тоже, кстати. Ну, он-то с ножницами. Ну, будьте вы уже помягче чуть-чуть. Вам надо просто вот так растечься. Слышите? Вам нужно растопить лед. Вот этот вот.
Кстати, да, если вам кто-то, извините, хотел сказать, вот это слово гадит, ведь я же уже не ругаюсь практически с вами. Вы меня перевоспитали. Какая вы няша, да, или какой вы молодец, мужчина. Вы же меня коллективно воспитываете. Вам нужно растопить руну Иса. Вам Иса не подойдет. Чтобы наладить эти отношения, сюда надо руну Соло рисовать или, в крайнем случае, Дагас. Вот чтобы быстро, ну побыстрее, надо Соло. А если так мягенько, лайт, бабочкой, то Дагас. Угу. Хорошо. Любит ли он вас? Любит ли он вас? Да. Да. Тузы. Я вам так скажу, эти отношения имеют шанс на восстановление. Здесь нужно работать в этих отношениях. Здесь есть и психология, есть и магия, есть выдержка, есть умение принимать, есть мудрость, есть качества людей, которые каждый их, ну, ваши качества, как игроков, да, в этих отношениях, которые дают возможность. Есть опыт, есть выдержка, терпение, да. Давайте посмотрим, кого он выберет. Просто я не буду толковать, я вам скажу, кто это, или что он выберет, ваш партнер. Он выберет пока движение и разновекторность. То есть в ближайшее время вам придется вот двигаться в разных направлениях одновременно. Но он выберет чувства. Вот кто будет теплее, вот вам надо разогревать себя немножко. Может вам даже немножко там подскинуть вес. Надо, ну, все там без фанатизма, да, так. И вам надо двигаться. Он выберет движение, он выберет общение, и он выберет тепло. Вот кто сейчас выпадет в осадок на дно, вот тут для него и остынет. Тут и замерзнет, тут и умрет. Да, вот эта карта, это ваши страхи. Вам нельзя замерзать, вам нужно двигаться. Вам нужно, чтобы кровь бурлила, чтобы все кипело, чтобы вы были горячее, чем обстоятельства, давайте так скажем, или соперница. Окей? Поэтому вам остуду и делают, скорее всего. Остуду, рассорку. Ну, рассорка и остуда, там, в принципе, по одному и тому же ключу, по одним и тем же рунам можно делать. Не скажу по каким. Это вам не надо сегодня. Вот. И давайте посмотрим, на что можно надеяться в ближайшее время в этой ситуации. Король чаш. Мужчина будет сам не свой тоже. Тоже не будет находить себе покоя. Колесо фортуны. Все поменяется. Судьбоносная у вас ситуация. Вам ее и профукать не надо. И тройка чаш будет объединение, но треугольничек здесь будет фонить. Поэтому ваши отношения укрепятся. Карма, кармические отношения, все-таки десятка здесь и десятка здесь есть. Все изменится в лучшую сторону. Вы не растеряете друг друга и немножко будете потеплее, поспокойнее. И нежность, любовь, ласка, мимимишность и мягкое движение, тепло в вашем сердце обязательно нагреют эти отношения и выведут ваше колесо фортуни. І ви станете легкі, як метелик, і будете ширяти навколо один одного в легкому почутті закоханості. Нової закоханості, это новых почуттів. Тут все обновится, и ангел должен в отношениях вам друг другу явиться, все лишнее снять, и вас друг друга подтолкнуть, не заставить обнять. Мира вам и вашему миру, берегите себя, любите себя и миры, которые окружають вас. Лишайтесь на зв'язку, все буде добре, і пам'ятайте, що доля іноді надає нам випробування, які ми маємо пройти, бо це робить нас сильнішими. Па-па.